Облава в Чечне, ураган в Дагестане и отставка близкого к Путину губернатора. Это новости на Ходорковский лайв. Самое важное к этому часу. Ставьте лайк, подписывайтесь. Силовики в Чечне массово задерживают мужчин для отправки на войну. Зачистки начались после расстрела машины Росгвардии, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Информация о задержанных приходит из разных отделов полиции Чечни. По словам некоторых задержанных, их заставляют поехать на фронт под угрозой уголовного преследования. Точное число задержанных неизвестно. Вероятно, речь идет о сотнях человек. Только в одном ОВД находится как минимум 20 мужчин. «Мемориал» подчеркивает, что чеченские силовики начали зачистки после того, как 24 октября неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии в Грозненском районе. Тогда погиб один сотрудник ведомства, еще одного ранили. Один человек пострадал после удара украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадал один мирный житель. Он добавил, что бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу. По словам Гладкова, в доме загорелись 3 квартиры. По данным близкого к силовикам МЭШ, в результате атаки пострадали 5 человек. Дрон залетел внутрь одной из квартир и взорвался. В многоэтажке выбило оконные рамы и покрытие на фасаде. В квартире, куда попал БПЛА, находилась семья. На данный момент близкие не могут установить с ними связь. Дом, в который попал беспилотник, расположен в микрорайоне, построенном для семей, молодых врачей и учителей. В Екатеринбурге воры вынесли из продуктового магазина все сливочное масло. Ночью 2 неизвестных разбили двери магазина «Молочное место» на улице Тверитина, сообщают местные издания. Они украли сливочное масло, шоколадные коктейли и деньги из кассы. Ущерб торговой точки оценили в 100 тысяч рублей. Бизнесмены планируют обратиться в полицию. Канал «Осторожно, новости» приводит их заявление. В кассе денег немного оставались на сдачу. Кажется, что они шли целенаправленно за маслом сливочным. Видимо, перепродадут по дешевке. Это уже не первая кража за последние дни, потому что цены на масло растут. Расскажите, что у вас с ценами на сливочное масло. В ваших городах принимают меры, чтобы его не крали? Пишите в комментарии. В Дагестане ураган. Ветер срывает крыши с домов, рушит недостроенные здания в Махачкале. В соцсетях местные жители делятся кадрами, где блоки со стройки падают прямо на автомобиль. По данным Минэнерго Дагестана, из-за непогоды без света в республике остались минимум 90 тысяч человек. Местами ветер достигает 33 метров в секунду. Аварийные службы города переведены на усиленный режим работы. Бригады будут действовать круглосуточно до полного устранения последствий стихии. Друзья, и вот здесь самое время для небольшого объявления. У нас есть бот обратной связи. Если вы, так же как жители Дагестана, сегодня стали свидетелями какого-то интересного события, пишите нам, присылайте фото и видео. Мы гарантируем анонимность и безопасность. Ссылка на бот в описании под этим видео или на QR-коде на экране. В России ушел в отставку 3-й губернатор за сутки. На этот раз пост оставил глава Республики Коми Владимир Уйба. Я благодарю вас, дорогие жители Республики Коми, за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к своей республике. Республика Коми и все люди нашего региона стали для меня родными и навсегда останутся в моем сердце. Спасибо вам и процветания Республики Коми. Он сообщил, что Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. «Для меня это новый вызов и огромная ответственность», заявил чиновник, не уточнив, тем не менее, чем теперь будет заниматься. О готовящейся отставке Уйбы ранее рассказывали источники «Ведомостей». По их словам, губернатором была недовольна администрация президента, поскольку он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций и не мог выстроить диалог ни с населением, ни с местными элитами. Уйба возглавлял республику с 2020 года. До этого он был заместителем министра здравоохранения и главой Федерального медико-биологического агентства. Уйба стал 3-м губернатором за сутки, ушедшим с поста. Накануне стало известно о смене глав Ростовской и Тамбовской областей. 67-летний Василий Голубев и 47-летний Максим Егоров объявили о своей отставке, также объяснив это решением переходить на другую работу. Следственный комитет обнаружил еще одно хищение крупного имущественного комплекса Министерства обороны. На этот раз у военного ведомства были похищены 24 объекта недвижимости в Москве общей стоимостью более 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Эпизод связан с уголовным делом против экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева и бывшего конкурсного управляющего структурами Минобороны строительное управление Московского региона Алексея Асташкина.
Гагарина. Ранее их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, Грачев и Осташкин под руководством индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова похитили недвижимость Минобороны в Москве через подложные торги в ходе процедуры банкротства строительного управления Московского региона. При взрыве во время плановых учений на нефтеперерабатывающем заводе «Тюпраш» в Турции пострадали 12 человек. Их доставили в больницы. По данным компании, все пострадавшие получили легкие травмы, пишет «Стар». Сообщается, что взрыв произошел в районе Кюфрес, после чего к месту происшествия направились пожарные и медицинские бригады. Пожар удалось оперативно потушить, инцидент взяли под контроль. Одна из установок завода отключена в целях безопасности. Мэр города Кокайли Тахир Бююкякин подтвердил, что взрыв связан с учениями, которые проводились с согласия местных властей. В настоящий момент угрозы для окружающих нет, и работа завода продолжается в обычном режиме. Япония отправила на орбиту первый в мире деревянный спутник. Его запуск может быть прорывом в освоении космоса. SpaceX впервые запустила в космос крошечный деревянный зонд LingaSat, созданный японским ученым для проверки прочности древесины в условиях открытого космоса. Спутник, разработанный Киотским университетом, будет доставлен на Международную космическую станцию и выведен на орбиту на высоте 400 километров над Землей. Об этом сообщает Рейтер. LingaSat изготовлен из прочной японской магнолии хонаки и собран без металлических винтов и клея. Исследователи планируют изучить, как древесина выдержит экстремальные условия, резкие перепады температуры, но и космическое излучение. По словам профессора Киотского университета Кадзи Мурата, дерево в космосе может оказаться даже долговечнее, чем на Земле. Там отсутствует кислород и вода, которые могут привести к его разрушению. Более того, деревянный спутник не навредит экологии. Вернувшись в атмосферу, он полностью сгорит и не оставит космического мусора. Исследователи считают, что древесина может стать ключевым строительным материалом для освоения космоса. Если испытания пройдут успешно, ученые планируют высаживать деревья и строить деревянные дома на Луне и Марсе в ближайшие 50 лет. Политолог Евгений Бестужев получил условный срок по делу о фейках о российской армии. Его освободили в зале суда. Суд в Петербурге приговорил политолога к 5 годам и 3 месяцам условно. Прокуратура запрашивала для мужчины 8 лет колонии. Поводом для возбуждения дела стали посты во ВКонтакте, в частности, публикация с обращением президента Украины Владимира Зеленского, на которое политолог разместил ссылку. У 62-летнего Евгения серьезные проблемы со здоровьем после инфаркта и операции на сердце. И это все важные новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе и в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. Оставайтесь с нами на связи даже в случае блокировки YouTube в России. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и пока-пока.